Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для водолеев. Посмотрим, что водолеев ожидает на следующей неделе. Я напомню, что это расклад на неделю по дням, то есть на каждый день недели я достану по одной карте. Сначала это будет понедельник, вторник и так поэтапно аж до воскресенья. 2 карты из каждой колоды и смотрим, какие у вас сочетания карт, соответственно, выпадут. Итак, Водолей, неделя с 20 по 26 апреля. Что ожидает представителей знака Водолей? Расклад общий, расклад не персональный. Надеюсь, большинству из вас, смотрящих сейчас это видео, этот расклад подойдет, будет перекликаться с тем, что происходит в вашей жизни и окажется полезным. Напишите в ваших комментариях, насколько я близка в своем раскладе к тому, что происходит в вашей жизни. И я буду знать, что это видео я записала не зря. Итак, Водолеи. Водолеи, неделя с 20 по 26 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Первая карта у вас карта шута, карта дурака, да, или карта нового начала, нового пути. В целом по карте шут можно говорить о том, что вы здесь будете готовы к каким-то новым для вас событиям в жизни. Вы будете открыты всему новому, вы будете любознательны, вас будет интересовать что-то новое, вы будете готовы сделать этот шаг в неизвестность, в пустоту, если для этого будет какая-то необходимость. И тут же у вас карта шута выпадает еще из другой колоды. Вот я при вас карты достаю, да, то есть подтверждение на понедельник, что все-таки одна и та же карта акцент делает на вот этой легкости, открытости, на любознательности, какой-то даже детскости, игривости, которая у вас будет здесь проявляться. Нужно быть осторожнее лишь в одном каком-то моменте, может быть, касаемо вот, принятия решений, да, постараться быть серьезнее, если это что-то важное в вашей жизни. И вам нужно принять решение, чтобы не заглупить в чем-то. Но в целом вы готовы здесь рисковать. Может быть, вас пугает какая-то неопределенность, но вы, тем не менее, как будто бы думаете о том, чтобы сделать шаг в неизвестное. Дальше идет 10 мечей. Это карта какого-то долгого, может быть, стресса или переживаний, в котором вы находились. Возможно, эта ситуация подходит к концу. И по 9 пентаклей вы понимаете, что вот что-то завершается и принесет успех. Или что-то завершится, какая-то работа тяжелая, и вас вознаградят хорошей там выплатой, допустим. То есть завершается уже эта ситуация. Если вы трудились, не покладая рук, старались, много усилий прикладывали и переживали из-за какой-то работы, то, скорее всего, вот она подходит к концу. То есть опять-таки по 9 пентаклей вы это успешно завершите. Карта 6 жезлов, карта успешного такого победителя и карта человека, который, тут же 7 жезлов, который может, знаете, вот как будто бы здесь, даже не знаю, вот он выходит, люди его встречают. То есть здесь может быть ситуация, где вы общаетесь с другими людьми, выходите в свет или выходите там в компанию друзей или в коллективе, высказываете свою идею, точку зрения, которая подхватывается окружающими, и ну, как будто бы вас замечают, вы в центре внимания. И здесь вот она сидит тоже на этой 7 жезлов в таком вот шаре, медитирует. И тут смысл в том, что вы как будто бы не боитесь внешних препятствий или критики, вы очень стойко переносите какие-то проблемы, вы очень мужественны, и вы принимаете решения, понимая, что ну, на этом лежит ваша ответственность. Да? Вы отвечаете за свои решения, соответственно. И по 7 жезлов, если мы говорим о конкуренции какой-то в этот день, то вы выше этой конкуренции. То есть вас опять-таки выделяют, там, не знаю, в обществе, или начальство вас выделяет как-то в этот день, потому что вот что-то такое вы делаете успешное, да, и вы среди толпы там своих коллег качественно чем-то выделяетесь, какими-то качествами, ну или еще что-то в таком духе может быть. Либо успешно что-то выполнили, какую-то работу, где потребовалось мужество, и опять по 6 жезлов чувствуете себя победителем. Карта правосудия, карта справедливости и желания, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы вы получили то, что вы заслужили.
заслуживаете. Вам хочется какого-то баланса в жизни, равновесия, которого вам, возможно, не хватает. И по 8 чаш здесь также может быть и момент, где вы разочарованы тем, что возникла какая-то ситуация конфликтная, или вы не уверены в том, решится ли какой-то ваш вопрос спорный с кем-то, или каких-то документов, может быть, вопрос подписания документов, бумаг. То есть здесь может быть такой вариант, либо чья-то честность, прямолинейность, которая здесь на конфликтный уровень выходит, она может вас расстроить, разочаровать, будет желание развернуться, уйти от этой конфликтной ситуации. Колесо фортуны, карта успеха и удачи у вас есть на пятницу. Вера в успех, какие-то поворотные, важные, судьбоносные решения у вас могут быть по колесу фортуны. И в целом это карта важных решений, действительно, которые могут как-то качественно изменить вашу жизнь. И вы уверены в удаче и успехе здесь, принимая определенные решения. Могут как-то удачно складываться для вас обстоятельства, и вместе с 8 жезлов здесь есть какой-то прогресс, динамика, ускорение событий в вашей жизни, то есть все успешно складывается, получается, здесь работа спорится. Вы куда-то ездите с людьми, общаетесь, здесь такой круглый стол вместо колеса фортуны традиционно, как оно изображается на картах Таро обычно, да, там Вейта или любых других колодах. Здесь в 78 дверей в виде вот такого вот стола, на котором люди, за которым люди сидят вот и руки друг к другу, да, протянули. То есть как возможность договориться о чем-то, коммуницировать с другими, возможность договариваться, возможность чувствовать поддержку, может быть, и уверенность в успехе, в удаче в том, что вы делаете. Здесь может быть также и с 8 жезлов какое-то как творческий порыв у вас, возможность добиться прогресса в какой-то творческой работе, вот вам в чем-то прям везет. А может быть, вы здесь заводите новых друзей тоже, какие-то удачные знакомства, удачные связи могут быть в этот день. Дальше идет паж пентаклей, земная стихия, может быть общение с земным знаком, это девы, тельцы или козероги. Пажи — это обычно кто-то младше вас, да, но, ну как младше, смотря сколько вам лет, потому что это обычно 20-30 лет. Даже, может, младше. Паж пентаклей. И, в принципе, паж пентаклей здесь с такой монеткой, с пентаклем за спиной. Вы можете получить хорошее предложение, что-то выгодное, материальное что-то получить, как подарок здесь, да, то есть по пажу пентаклей. И вместе с колесницей тоже прогресс, рывок. Вот пятница, суббота у вас динамичные события в жизни происходят. Может, вы куда-то едете в этот день, может быть, вы здесь получаете какие-то подарки или даже кому-то что-то дарите сами. Но здесь в любом случае по колеснице очень хорошее такое сочетание позитивного движения и прогресса в вашей жизни. Тройка пентаклей, карта, либо вот, знаете, слаженные работы с другими людьми, если вы работаете вдруг в выходной день, либо какая-то слаженная там работа ваша дома с близкими, с родственниками, да, когда каждый знает, какую задачу выполняет, и это делается для там общего быта хорошего, да. И тут же тройка пентаклей может еще и показывать в целом вашу готовность что-то начинать новое, делать какие-то решающие шаги в том, чтобы что-то делать здесь, начинать, может быть, начать что-то делать руками, какие-то вещи, если вы что-то делаете, да, такое руками. Но вот вы здесь, то, что вы делаете с удовольствием, вам это нравится делать, с уверенностью, что у вас получится. И, кстати, вы можете здесь получать помощь и поддержку от других людей. И с 4 пентаклей вы очень цените, дорожите тем, что вы здесь делаете, какие шаги предпринимаете. И вы здесь стараетесь не растрачивать свои ресурсы, то есть не тратить лишние деньги, не тратить лишние какие-то силы свои, да, то есть если нужно получить помощь от кого-то, поддержку от кого-то, вы ее принимаете, потому что вы не хотите здесь опять-таки тратить чересчур свою энергию. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний Таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.